Добро пожаловать на 11-й занятие нашего видеокурса. Сегодня мы продолжаем с вами обсуждать часть Speaking One. В данном случае мы обсудим несколько тем для того, чтобы вы могли составить конкретные, хорошие, готовые ответы. Я понимаю, что самое ценное в этой практике — это когда вы прям берете и делаете. Поэтому этот курс так и сделан, что мы прям все разжевываем, все делаем вместе, смотрим много примеров, чтобы вы могли понимать, да, эталон — это сделать вот так. Если не так, то это более слабый ответ. Я сегодня буду показывать, что нужно сделать конкретно и как вы можете к этому прийти. Для начала вспомним наш шаблон, да, что мы будем говорить. Сначала мы говорим всегда в перфекте, да, I have always loved, или I have been doing something for a while, если у нас какой-то есть процесс. Или там enjoyed, thought, known, understood, believed, неважно. Или I have been там, doing something. И здесь у нас for или since. Вот к этому мы еще можем прикрутить for two reasons. Вам очень важно ответить на различные вопросы, которые экзаменатор подразумевает, но сразу, может быть, не говорит. И вы это можете сделать вот с помощью for two reasons. Это если why вы подразумеваете. И хорошо это учесть. Если вы это сразу не сказали, да, это опционально, то вы можете потом просто сказать I enjoy it because blah-blah-blah-blah. Или I think so because of these reasons. Alright? Дальше мы скажем либо first, либо second, либо мы сразу уйдем for example. Если у нас first, second, то мы этот example вставляем либо в первую, либо во вторую часть. Окей. Дальше нам еще важно показать свой opinion. То есть где-то вы можете сказать in my opinion. In my opinion. Или I believe. Certainly. Вот то, что мы с вами проходили в 9-м уроке, да, можете вставить какие-то слова эмоциональной окраски. То есть certainly, arguably, in my opinion и так далее. Здесь у вас будет где-то conditional. Может быть тут, может быть тут. Где-то хотя бы один, лучше даже два, или лучше разные. Также вы скажете какие-то планы про будущее. Допустим, actually, чтобы как-то встрянуть, да, туда будущее, которое вроде как ниоткуда. И continuous. I'm going to do it next week. Или сюда можно вставить conditional. Actually, if I have time, I will do it next week. Собственно, вот такой вот ответ будет очень сильным. Но вам не хватает только conclusion. Thus, therefore, всякие выводы, да, наши. Можно здесь сказать in conclusion. Или to conclude. И так далее. Так вот, сейчас мы будем пытаться составлять такие ответы, но я буду вам еще показывать вокабуляр, подходящий для каждой из тем, которые мы будем рассматривать сегодня. И вы увидите, что не так уж и трудно, развивая вот вглубь, рассматривая, какой у вас есть контент, какой у вас есть личный опыт на любую из этих тем, вы сможете наговорить 2-3 минуты то, что от вас ожидается, спокойно. А иногда вы даже вот, какой-то невинный вопрос задал, там, расскажите мне про ваш город, и вы ему так и почему, и где, и когда, и зачем, и с кем. Это классно. То есть он все равно закивает головой, и вы поймете, что пора закругляться. Ну и здорово. Значит, вы уже наговорили достаточно много. Главное, чтобы у вашей речи был высокий КПД, да, то есть и это есть, и это есть, и это есть, и вокабуляр хороший, и вводные слова, и все вот вместе сочно, и в 2 минутах вы уложились там в 3. Окей? Потому что, конечно же, вечно он вас слушать не будет. То есть у вас есть определенные 15-20 минут на вашу секцию, потом идет следующий студент. Поэтому он вас все равно остановит в какой-то момент. Ваша задача не говорить супер медленно, да, чтобы это было за то же время вы сказали всего там 5 предложений. Но и не супер быстро, чтобы не допустить слишком много ошибок и не тараторить, а потом встать как бы и задуматься. Alright? Сейчас попробуем показать такую размеренную, спокойную речь, которая создает хороший ответ. Сейчас мы возьмем тему of relationships. Это одна из очень часто задаваемых тем, так как там могут быть вопросы на friends, на family, как бы in general, да, idea relationships. Все это там может быть. Как могут звучать вопросы? Do you have a lot of friends? Или do you have a best friend? Who do you think is more important, your family or your friends?
What is your family like? Tell me about the family member which you are closest to. Или who do you take after in your family? Или who do you have a lot in common in your family? Do you have brothers or sisters? Ну и так далее. То есть состав семьи, какого рода, у кого какой характер, на кого вы сильно похожи. Все вот это вот тоже спрашивайте. Поэтому вам сказали, расскажите мне о вашей семье, и вы знаете, что вас, скорее всего, спросят эти все остальные вопросы, и тут же их выдаете. И почему, и с кем, и когда, и так далее. Alright, давайте попробуем. Сначала мы посмотрим на вокабуляр, который нам может помочь. Здесь я не говорю о просто словах, то есть просто слова вы учите. Сейчас мы говорим о фразовых разных глаголах или идиомах, которые принято носителям языка говорить в данном случае. Например, get on well with someone. Get on well – это значит, что у нас все идет хорошо, we are good friends. То есть get on, we get on well, так они и говорят. Или там have a lot in common, да? We have a lot in common. Или вы можете сказать, что we have some ups and downs, да, это значит, что у нас есть там свои как бы терки, да, периодически, но у нас все хорошо, да, though we have some ups and downs, at times we actually are very cool friends, или we are actually very close to each other. Два выражения, you're close to и you take after. Естественно, close to понятно, с кем вы очень близки, и take after, на кого вы очень похожи. То есть take after – это именно быть похожим. И вот нам не надо говорить I am alike with, просто мы говорим I take after my там, father или grandfather и так далее. Alright? Это не обязательно, что вы физически на кого-то похожи, вы просто чем-то похожи на кого-то. Еще мне нравится выражение to settle down with someone. Settle down обычно говорится как бы осесть. Осесть может быть в хорошем смысле, может быть в плохом. Например, Стив Джобс в своей речи говорил don't settle. Имеется в виду не оседайте и не берите, как бы не соглашайтесь на меньшее. То есть идите до конца, берите самое большое, на что вы способны. Когда мы говорим в отношениях с людьми settle down, значит, я с кем-то осел. То есть у нас с этим человеком, ну это в отношении романтические, да, отношения, у нас все серьезно, мы там поженимся или уже поженились и так далее, или мы хотим пожениться. То есть we want to settle down, или там we settled down a few years ago and bought a house, там, и так далее. Или my parents settled down in the city и так далее. Вот. В принципе, вот несколько таких фраз, плюс просто хороший вокабуляр, то, о чем мы говорили, да, не использовать простых слов good, bad, а что-то более интересное туда вставлять. У вас уже будет хороший ответ. Давайте попробуем поговорить сначала про семью. Допустим, вам задали вопрос Tell me about your family. Такой, казалось бы, невинный вопрос, как на интервью, да? Tell me about yourself. И так мозг встал. Вы не знаете, о чем говорить, то ли из 5 класса тему повторять, что у меня есть сестра, у меня есть брат, вроде это слишком просто, и вот там понеслась такая шумиха в голове. Но у вас есть сразу же спасательная ваша шлюпка, которая вам говорит I have always thought. И чего-нибудь такое, типа, что семья – это самый важный аспект там, в жизни человека, да? I have always thought that family is important, да, я себе говорю, нельзя говорить, is a crucial part of any person's life for two reasons. First, family is the circle of friends that the person has the first relationships as soon as the person is born. When a child is born, his mother or father or grandparents, maybe sisters, brothers, take care of this person and make him or her feel welcome in this world. For example, when I was born, I am the youngest daughter in the family, and when I was born, my sister actually recommended my parents to give me the name Elena. So now that I have grown up, I am really grateful to her for persuading my parents to give me this name, because I really love my name and I really love when someone says it and it feels really good. Second, conditional забыла. If my sister had not suggested this name, my parents could have called me Tatiana or maybe another name, and I would have become a totally different person than I am now. Second, family is a great resource of knowledge and
maybe partners for different activities. For example, when I want to play something, I can ask my parents or my brothers and sisters to play with me. When I was a child, I really enjoyed playing volleyball, and whenever we went to a park or we went out of the country, we always took a ball and we always had a lot of fun because we had each other. Another example of my sister, she always liked to play chess. So she played chess with each member of the family and she always won. And so now she is a chess master and she's a chess teacher. So we were her first opponents. We were her first students. And in my opinion, there could have been no better family for me than the one I have now. Actually, I have 3 sisters. And they're all older than me, and they all are married, and they all have kids, and they give me very good advice, and I learn a lot from them. Also, my parents have given me so much that I really believe that my success today is due to their good upbringing. Finally, family is rather important for when you become older. Because when you have children, you have somebody to take care of you and somebody to love you, and you can always look back at your life and see that you had some amazing moments and you had given life to so many people. So I truly believe that family is quite important. And in my family, I feel like I have a quite good relationship with everyone. We get along, though we have our ups and downs sometimes. And I personally take after my grandmother. And I even named my daughter after her because she was such a great person. Therefore, as I have already said, family is an irreplaceable part of everyone's life. Вот, то есть, видите, я не торопясь, скорее всего, это был слишком длинный ответ, но я просто хотела вам показать, что можно первое, второе, третье. Пока вы не торопитесь, спокойненько придумывайте ответ и следуйте шаблону. Видите, если бы у меня не было здесь conditional написано, я бы его забыла. То есть вы себе обозначаете такие вехи главные, которые вы должны пройти. Делали один пример, потом привели еще одну причину, потом к ней еще один пример. Таким образом, казалось бы, ниоткуда вы употребили вокабуляр, вы какие-то вещи рассказали интересные. Не бойтесь говорить личной информации, ничего в этом страшного нет. Не бойтесь придумывать. У меня нету 3 сестер там и так далее. То есть я какие-то вещи вообще придумала. Я никогда не любила играть в волейбол, например. Рассказывайте уже, если пошло, и придумайте чего-то. Ничего страшного. Некоторые коучи рекомендуют ничего не придумать, потому что если вы начинаете врать, то у вас вас заклинит. Это неправда, потому что одно дело, когда вы придумываете, другое дело, когда вы врете. Почему вырабатывается определенный гормон? Потому что когда вы врете, вы делаете плохо, и вы осознаете, что вы делаете плохо, а любой человек, он о себе думает, что он хорошо. И вот за счет чего работает детектор лжи и так далее, за счет того, что у него в кровь выбрасываются гормоны. Он чувствует, что он что-то делает не так, ему становится самому дискомфортно, и поэтому его переклинивает. Но если вы себе разрешите придумывать, что вы не врете, потому что вы знаете, что экзаменатору все равно, что на самом деле есть, правда или неправда. Вы просто рассказываете, вы просто тренируете свой английский. И у вас такая задача. Поэтому вы куда-то съездили, куда вы не ездили, вы там что-то сделали, чего вы на самом деле не делали. Вообще не переживайте по этому поводу. И не надо у меня на это нечего сказать. Что? Я придумала 3 сестры, в которых мы играли в волейбол. То есть, что-то из этого правда, что-то неправда. Льется и льется. И позвольте себе это сделать. Окей? Потому что ваша задача это сделать. Вы никого не обманываете, потому что у вас не было изначально задачи говорить только правду. У вас была задача грамматику выдать хорошую. И я об этом повторяю, наверное, я вас уже как заезженная пластинка, уже немножко вы подустали слышать это, но это действительно важно. Когда вы поймете, что в какой-то момент действительно, что я могу делать и говорить все, что угодно, и главное, чтобы было красиво, да это будет здорово. Это как современное искусство. Оно не должно быть похоже на человека, оно не должно быть похоже ни на чего. Если я на него смотрю, и оно красиво, значит, это красивое. Это вопрос эстетики. Также и здесь. У вас вопрос грамматики, вокабуляра, размеренности речи, связывающих фраз. Все. Окей? Поэтому сейчас я вам что-нибудь еще напридумаю на тему friends. Если вас спросили про друзей, вас спросили who is your best friend? Do you have a lot of friends? When you spend time with your friends, what do you usually do together?
Любой из этих вопросов вас спросили, вы автоматом отвечаете на все остальные. То есть вы даете там такой развернутый ответ. Давайте еще раз начнем. I have always loved to spend time alone because actually I enjoy reading and imagining and drawing because this is the type of character that I have. However, I have a couple of friends, not too many, not too few, but just a couple of my really best friends. Though I don't have many friends, I believe that the ones I have are quite amazing because they really appreciate me and love me for who I am. So sometimes we can spend time together completely quietly and we can read books together. At other times, we can have a very vivid and exciting discussion about the topics which are interesting to all of us. For example, a couple of days ago, we had a strong conversation, almost an argument, because we had different opinions about one matter. We discussed abortion, and though I was against abortion, my friend decided that abortion had some kind of useful sides, and possibly it's a good thing. So we had some really strong arguments back and forth, and though we really get along on a daily basis, this argument almost made us so angry with each other that we didn't want to speak to each other anymore. However, because we are such strong friends, eventually we found a compromise and we found a way to understand each other's opinions and to stay friends. And I think, to me, this is true friendship. If we were not such good friends, I believe we would have totally stopped talking with each other after that argument. In addition to that, I can say that my friends are quite interesting people, and at first I didn't notice that when I met them, but after we spent some time together, I started to realize that they have quite amazing personality qualities, and I believe that friendship is a relationship that people should work at, and they should really take some time. And often friends are the people that are quite alike, and they are very close because of that. But I also like to know that my friends can have different opinion than mine, and sometimes we can have arguments, but we also can learn from each other. Actually, this weekend we are going to go to a museum and we are going to discuss some modern art, and I am certain that our opinions will diverge, but it is quite interesting and exciting for me to see what we can learn from that. In conclusion, I can say that having few friends is quite important for me because then I can spend a lot of time with them and get to know them better. And in return, I can feel that they really understand me and they really love me for who I am. Видите, то есть вроде как ничего сложного. Я использовала пару из тех же фраз и выражений, да, to work at a relationship, или там have a lot in common, при описании друзей. Поэтому вот эти вот темы friends and family, они достаточно близко лежат. Также вы можете такой чит-код, да, я вам дам. Вы можете просто сказать my best friends are my family и рассказывать про свою семью. Или my family are my best friends и рассказывать про своих друзей, как про свою семью. То есть, смотрите, вы когда делаете некоторые ответы, вы потом их можете использовать. Такой reuse у вас, recycling получается. И это здорово. То есть вам не нужно садиться и прям вот писать разные ответы на каждый из вопросов. Это то, о чем я вам говорила. Вы сделаете вот эти несколько тем, которые мы проработаем вместе, у вас уже будет большой очень запас. То есть это как мастерская. Мы сейчас с вами вместе это делаем. Чтобы вам в домашнем задании не нужно было делать так много самостоятельно. Я вас как бы не бросала в одиночку лицом к лицу с какими-то такими новыми темами. У вас есть еще больше слов. Это просто те слова, которые я выбрала, которые я знаю, что я смогу применить в своем контексте. Вы когда посмотрите на этот вокабуляр, выберите те, которые вам подходят. Там, естественно, как мы вот с вами договорились, да, не переводы, а определения на английском. Но достаточно простые определения, вы сможете эти слова прояснить. И в основном даже это, как я уже говорила, не слова, а именно идиомные какие-то выражения, которые носители языка используют. Это то, что очень здорово используют на этом тесте. Кроме, конечно, уже таких там прилагательных, наречий, которые вы выучите просто из списка слов IELTS. Вот. Сейчас мы переедем к следующей теме. Эта тема будет у нас technology. В technology могут быть совершенно разные вопросы, начиная от компьютеров,
заканчивая там какими-то старыми технологиями, также интернетом, как было в прошлом, как будет в будущем, то есть all kinds of things. Почему? Потому что IELTS дают в очень разнообразных странах в этом мире, какие-то развивающиеся, какие-то развитые, то есть уровень технологического развития разный. И, естественно, экзаменатор не будет у вас спрашивать что-то, что вы вообще не знаете там ничего про нанотехнологии, да, это он вас подставит, грубо говоря. Он спросит, а там есть ли интернет в вашей деревушке, а есть ли у вас личный компьютер, потому что у некоторых людей, сдающих IELTS, его нет, если вы можете себе такое представить. Поэтому он будет как бы нащупывать, да, и вы можете, опять же, зацепиться за любой его вопрос, и поехали. Там технологии, это интернет, это помогает в обучении. То есть опять говорите what, when, why, with whom и так далее. Мне сразу в голову приходит интернет, Skype, который помогает общаться с родными и близкими, потому что у меня был такой опыт. Для обучения подходит, для работы, экономит деньги, время, вот куча сразу идей. Но они все, знаете, вот ко мне близко лежит. Я знаю, что мне об этом будет говорить просто. Я смогу об этом придумать пример, и вам нужно выбрать что-то вроде этого. Какие могут быть здесь слова? Мне очень нравится, когда люди говорят go to the website. Вы можете прийти куда-то в физическое место. Go to the website можно в разговорном говорить, но, пожалуйста, если вы говорите про технологии, говорите access websites. То есть вы как бы получаете доступ к сайтам. Вы можете visit websites, вы можете browse the internet, browse the website. Вот даже есть слово, да, browser, а не просто так. То есть это то, что позволяет вам как бы шарить по интернету. Download, find, search for. Разница между find — это находить уже, то есть уже нашли. Search for обязательно или look for — это искать. Это часто вот я слышу слова, употребленные без необходимой частицы. И мы сейчас попробуем по этому же шаблону пройтись с помощью этих слов и придумать какой-нибудь ответ. Вы для себя, если хотите сделать сейчас свой ответ, просто поставьте видео на паузу, запишите просто пару идей. Вот вы думаете технологии, вас спрашивают, what do you think about technologies nowadays? Или what kind of technologies do you use? Или do you have a personal computer? Неважно, на самом деле, какой вам вопрос зададут, вы, ответив на него, должны потом как бы тему расширить и увести ее туда, куда вы хотите, чтобы, показать все, что вы можете рассказать. Окей? Пару секунд на это и поехали. Я опять начну. I've always believed that technologies improve our lives for several reasons. First of all, they give us access to the knowledge base of all people on this planet. According to an article I have recently read, internet coverage is about 57%. Internet covers about 57% of our planet's surface. And to me, this is a great understanding that I can communicate and I can access ideas and thoughts of people from more than half of this world. So due to the modern technologies like Google Translate and other translation technologies, I can access information even in different languages. So I can, for example, read a Japanese book about art and also a Turkish book about cooking and American book about business. And all of this knowledge is available to me thanks to the internet. Also, in my mind, technologies are not only technologies for entertainment like the internet or even technologies for learning. For me, technologies are opportunities in different spheres like medicine, space exploration, infrastructure, and so on. Think about all these people who have gained some kind of ability of their body due to the modern technologies, like people that didn't have arms until they got a prosthetic arm, or people who couldn't breathe or hear or see, and they all got special equipment and special medical procedures that help them achieve new abilities of their body and their mind sometimes. So to me, it's quite amazing. Looking at how technologies have changed our lives in the past 20 years of my life, I can say that the future is quite intriguing and exciting. I'm looking forward to seeing, for example, cars which can drive without a driver,
or personal airplanes, which will be very small, and you can take your family and go somewhere on vacation just using your personal aircraft, or all kinds of implants that we will put in our body, which will give us all kinds of abilities. And if we didn't have such technologies now, I think we wouldn't be able to live on this planet, because we have so many people nowadays. We need technologies to get the food and to get the right level of energy to survive. And in the future, I believe if we don't continue developing our technologies, our lives will be quite difficult due to the lack of resources that we might experience. In conclusion, I believe technologies make our lives much better, and I'm looking forward to see new improvements in different spheres of lives due to the implementation of new high-tech gadgets. Вот, видите, то есть я использую интересный вокабуляр, слова gadget, там high-tech, access, там all kinds of stuff, да, я использовала различные эти слова, которые относительно, естественно, technologies. Вряд ли я бы эти слова использовала, когда я говорила о семье, или там об окружающей среде, или о здоровье. Это конкретно относящиеся к технологиям. Но выучите вы эти 4 слова, выучите вот эту вот тему, и у вас будет классный ответ. То есть я думала, что я сейчас буду говорить про скайп и про семью, но моя тема пошла в сторону технологий, здоровья, там, медицины и вообще другую сторону. Ну и что? Вот у вас также, возможно, будет, да? Ничего страшного. То есть позвольте себе прям развивать ту идею, которая вам пришла в момент, когда вы не говорите. Мы вот этот навык и будем тренировать. То есть сейчас, пока вы будете писать, это будет медленно. У вас мысля бежит вперед, а рука там писать не успевает. Вы не успеваете выбирать правильную грамматику и так далее. Сейчас будет казаться медленно. Потом это будет прям само собой создаваться. Здесь я немножко отклонилась от шаблона, потому что я чувствую себя уверенно, уже у меня мысль пошла, я за ней иду. Если хотите, пока делайте прям вот for example, потом conditional. Но несмотря на то, что я отклонилась от шаблона, я все равно поглядываю сюда, так думаю, пример сказала, потом поглядываю, conditional нужен. И вспомнила, что надо вставить conditional. Потом вижу in my opinion, и вывод обязательно не забыть, чтобы вы закруглились, чтобы человек чувствовал, что вас можно остановить. Alright? Вот так мы делаем ответ на часть темы technology. Следующая тема, на которую мы посмотрим, это тема hobbies, sports, такой entertainment. Туда может еще входить TV, то есть то, чем вы занимаетесь в свое свободное время. Там могут быть просто такие вопросы: what do you like to do in your free time? Ну, так как вы знаете, да, что у вас уже подготовлена какая-нибудь такая тема типа sports, вы и эту тему туда и как бы сводите. Поэтому мы выбрали такую центральную тему, это hobbies и sports. Это то, что чаще всего задают, а все остальное, если у вас уже подготовлены ответы на эту тему, вы можете туда как бы подвести. Вопросы могут быть такого рода: what kind of sports do you like to do? Do you have a type of sport which you haven't done yet but you want to try? What sports are popular in your country? What sports do members of your family like to do? Или hobbies, да? What hobbies do you have? What do you prefer to do in your free time? What kind of hobbies do you share with your family or with your friends? То есть прям вот вокруг да около. Поэтому давайте сначала на спорт сделаем вокабуляр там такой, что что-то с физической силой должно быть связано, да, там I'm good at там, football, или I'm a strong football player, be in shape, to stay fit, to take on exercise, to do exercise, to practice, там что-то, йога, dancing, если это не совсем, да, спорт, но близко к этому, to stay fit, to keep fit. То есть прям вот быть в форме, заниматься, вот тренироваться, это все вот вокруг спорта. Вокруг хобби вы можете сказать I'm keen on doing something, то есть мне это нравится. I favor this type of activity over this type of activity. Давайте сначала про спорт. So, what kind of sport do you enjoy? I've always loved doing different kinds of sports because I come from a rather sporty family. And we played volleyball, football, we went swimming, kayaking, skiing, skating during different seasons of the year. We always had one or more different kinds of sports which were our favorites.
And also my family had a lot of friends with kids, so whenever we went out into the country during the weekends, we always had a big group of parents, and they played their adult games. And because kids always wanted to be like their parents, we had our kids league where we played the same sport but in the kids group. So we always had 5 or 6 children playing together and maybe 7 or 10 adults playing in their particular teams. So for me, we always had some kind of entertainment, and we always had some kind of activity where we felt like we're getting fit, we will be strong players, we are developing, and that was really important for me. I feel like sports are also beneficial to anyone because they teach you to be a winner. And they teach people to set a goal, because in sport you always have a goal. Either you need to win your opponent, or you need to help your teammate, you need to make a goal, or you need to catch a ball, or whatever. There's always some kind of goal and you have to achieve it. And in my opinion, this is quite useful for any individual, because when they grow up, they will learn to set their goal and to go to that goal. If I personally hadn't done so much of sport activity when I was a child, I believe I wouldn't become so goal-oriented and so result-oriented nowadays, and I wouldn't have achieved so many things in my past, like getting education and starting a family, having kids. All of these things were my goals, and I believe like I have achieved them. In addition to that, sports are quite a fun activity to do with your friends. And for me, my friends always introduce me to a new type of sport. For example, last year, my friend told me about snowboarding, and he taught me to do the first moves, and I started doing it, and then I became a huge fan of snowboarding. And I believe that next winter, if I have enough time, I will go to Austria to really take on this sport and do it seriously. In conclusion, I believe everyone should have some kind of sport activity just to stay in shape and be strong and develop their skill of goal setting and goal achievement. That's why I want to implement sport activities in my family and make sure that my children grow up as strong individuals because of the fact that they played sports in their childhood. Вот, собственно, потихоньку. И вот я даже, видите, я чувствую, что у меня мысль течет, я вроде как хочу ее закончить, потом чувствую, что надо еще договорить. И это классно. То есть, если у вас будет так получаться, одно за другим, и оно идет. Если что-то мысль закончилась, чувствуете, что же говорить, тогда скажите себе в спасение там furthermore, in addition to that. То есть, если у вас не приходит ничего в голову противоречащего, но всегда можно что-то придумать дополняющее. То есть, всегда можно сказать in addition to that. И что-нибудь еще придумать похожее. И, как я вам говорила, если вы вторую не можете придумать, просто говорите it's fun. То есть, я придумала, что это fun. Я этим занимаюсь. Я ответила with whom? With friends and family. Я ответила когда? When? In my childhood. Я сделала план на будущее. Я сделала почему. И вот когда вы начинаете сразу вопрос того, что надо рассказать вот эти все вещи, ваш ответ становится развернутым. Вы не подходите к этому вопросу как вот узкому такому вопросу, что вас спросили, на то ответили. Там, what is your favorite sport? Football is my favorite sport. Все, да? Как бы весь сок кончился. Поэтому ваша задача самостоятельно расширять свои границы. Если мы будем говорить о hobbies, например, у меня нет никаких хобби, кроме спорта, или я вот не подготовила ответа, то я быстренько и срулю эту тему в спорт. Например, I've always thought that hobbies are important, but for me, my biggest hobby has always been football. I've always loved playing football, watching football, talking about football, betting money on football games, and learning about football stars, and always being up to date with football. И все, и понеслось опять про спорт, к примеру. Если наоборот, да, у меня есть какое-то хобби, я также скажу, I've always enjoyed reading novels.
Reading is my true and strong passion, and I cannot get enough of reading. Actually, at home, I have a huge library, and I have books from different kinds of authors from different countries, written in a variety of languages, and I enjoy translating them, I enjoy reading them, I enjoy discussing them with my friends. In fact, a lot of my friends share a similar hobby, so when we get together, we have quite interesting discussions about the books that we have recently read. If I didn't have such a big library, I believe I wouldn't be as interesting person as I am now, because I wouldn't have so many things to discuss with different people. In my opinion, books are quite important. So when I have kids, I'm sure that I will read a lot of books to them, and I'm really looking forward to this time when I can read fairy tales of Russian authors and of European and American authors to my kids, to develop their imagination and to make them very creative and very educated individuals when they grow up. Therefore, I believe my strongest passion is reading, and that's my favorite hobby. Вот, то есть как бы вот реально то, что близко лежит, то и рассказывайте. И вы даже, знаете, во время этого ответа вы можете получиться немножко не таким человеком, которым вы есть на самом деле. Но ничего страшного, потому что никто не может проверить. То есть если я говорю, что я читаю день и ночь, и я немножко как бы exaggerate, я немножко преувеличиваю, но у меня пошла мысль в ту сторону, я не могу больше ничего придумать. Ну, я и иду за ней, да, я и читаю день и ночь, и с друзьями это обсуждаю. И вот, может быть, вы уже заметили, да, я всегда говорю, откуда это взялось у меня, я говорю про родителей, про семью, про традиции, про, там, может быть, страну. Как дела обстоят сейчас, туда можно очень легко conditional засунуть, что если бы они не было так, то было бы по-другому, было бы не очень хорошо. Что будет в будущем? Все время про своих детей, либо они у меня будут, либо они у меня уже есть, и обязательно надо это делать, чтобы было очень классно. Я тоже вам такой немножко смысловой шаблон, это смысловая карта. Она начинается с этих вопросов, которые я им дала. What, when, why, with whom, in my opinion. Все это накладывается вот на этот грамматический шаблон, плюс несколько слов из этой конкретной темы, и у вас прекрасный ответ. Что касается speaking one, вот так вот этого хватит, потому что, опять же, вам нужно наговорить всего 1-2 минуты. Но вы, вот если будете рассказывать, как я сейчас рассказываю, скорее всего, это будет 3, 4, 5, и, может быть, он даже вас остановит, но не факт. Если вы отвечаете заведомо на те вопросы, которые он собирался вам задавать, он вам вот из этих 2 тем, он может на каждую из них не по 4-5 вопросов задать, а по 1. Вы все классно рассказали, он покивал головой, все, закругляемся, потом он говорит now we are going to talk about this. То есть он поменял тему, опять задал один вопрос, и вы опять на нее дрынс на 4 минуты рассказали. Ну и хорошо. И он покивал головой, все, теперь мы переходим к части speaking to. Собственно, вы для себя вот так сделали, поняли, что вы сделали хорошо. То есть это не значит, что вы что-то сделали не так, если он вдруг не задал вам 5 вопросов. Вот, это, да, кто молодец? Я молодец, надо себе сказать, порадоваться и двигаться на вторую тему. Почему мы сейчас так досконально, так много делаем примеров из этой темы? Потому что часть speaking 2 и speaking 3 немногим будет отличаться. То есть вам нужно будет тоже сделать много красивых предложений, хорошим вокабуляром, просто там будут небольшие свои нюансы, и про них мы тоже поговорим. Но сейчас главное вот брать вширь. Вам очень важно просто ознакомиться с темами и потренироваться. Вижу тему, делаю ответ. Вижу тему, делаю ответ. Там несколько шагов. Первое – это планирование, вообще придумать, о чем я буду говорить. Но это должно происходить за 15 секунд буквально. Хоббис, вязание. Там, спорт, футбол. Вот все. А все остальное, оно уже идет из шаблона. Вы сразу знаете первое предложение. И вы, наверное, подумаете, а что будет, если вот он догадается, что я по шаблону говорю? У вас все равно идеально повторить шаблон не получится. И если вы 3 раза скажете I have always believed, в следующий раз скажете I have always thought, а еще раз скажете I have always enjoyed, ничего страшного, у каждого человека есть свой стиль. Понимаете, и не так уж много моих учеников приходит на IELTS, что они скажут, вот точно, это вот еще один из той вот секты пришел, точно я его знаю. Нет, просто на самом деле у носителей языка у них есть тоже определенный стиль, у каждого человека есть определенный стиль. Если вы скажете там в 4-й раз ему I have always loved, или там в 5-й раз ему скажете в present perfect continuous, это вас никак не унизит и не понизит ваш балл, потому что перфекта вы все равно сказали, он не может сказать, ах, вот он там уже сказал перфект, тут не имеет права. Нельзя так, иначе бы у вас ко второму вопросу ничего бы уже не осталось, вы бы не могли вообще говорить. Поэтому не переживайте.
То есть, наоборот, будет перфект, будет зачет. Поэтому говорите по шаблончику, не переживайте, потому что все равно разные темы у вас дальше пойдет по-разному. И это вот общий шаблон, с которого можно убирать. Ну, забыли вы, допустим, свою opinion сказать. Ну, как-то вы другим образом выразили его. Где-то вы скажете for two reasons, где-то не скажете for two reasons. Я вам даю целиковый шаблон, вы из него вынимаете. То есть то, что я сейчас рассказываю, это больше, чем скажете вы. Специально это делаю, чтобы у вас был как бы зазор на как бы уменьшение, да, на расслабление. Когда вы тренируетесь на экзамене, вы сделаете на 30% хуже. Поэтому делайте быстрее, лучше, дальше, больше, сильнее, чтобы во время экзамена вы прям расслабились и знали, что вы клево сейчас делаете и сделали чуть-чуть хуже, но все равно вам хватило на 7,5. Вот. Собственно, обращаемся к рабочей тетради и пишем ответы на вопросы, которые мы сегодня обсуждали. У вас там полный список этих вопросов, чтобы каждый из них был отвечен так или иначе. Вы можете проглядеть все вопросы и сказать, что вот в этом ответе я сейчас отвечу и вот на этот, и на этот, и на этот. Поэтому какой бы из них вас ни спросили, вы сразу автоматом обращаетесь вот к этому шаблонному ответу. Можете написать ответ, который вообще сразу на все отвечает, но это будет не очень, скорее всего, красиво, то есть у вас будет по одному предложению, и они будут между собой никак не склеиваться, просто отвечать на эти вопросы. Это не очень красиво. Вы делаете развернутый ответ, но чтобы к нему можно было загнуть 2 или 3 вопроса. Alright? И на следующем уроке мы с вами посмотрим еще на некоторые темы. После того, как вы это сделаете дома, вам будет намного легче уже смотреть дальше, как это делается. Alright? Удачи вам с домашним заданием. Мы увидимся на следующем занятии. See you. Bye.